Димаш, реакция, СОС. Ребята, привет! С вами Орлеана. Хочу сегодня записать реакцию на песню, которую я уже один раз слышала. И мало того, я уже записывала реакцию на песню СОС. Я думаю, что многие из вас, возможно, даже слышали эту реакцию и видели ее на моем канале. Это была не супер удачная реакция, потому что это была самая первая реакция на Димаша. Я тогда еще по своей наивности не знала, что любой мой комментарий, который будет, ну так скажем, не боготворить Димаша, он вызовет массу негатива. И вот это видео у меня было на канале, можно сказать, оно стало популярным, это видео. Но это видео набирало много негатива в комментариях. И в конечном итоге мне надоело смотреть вот эти все комментарии негативные, потому что я не хотела сказать чего-то против Димаша или что он там как-то поет на самом деле не очень хорошо. Нет, я говорила всегда, что он поет хорошо, но почему-то все равно негативные комментарии наваливались и еще раз наваливались. Кстати, песню СОС я смотрела на выступлении Димаша инаугурации президента Байдена. Сегодня мы с вами посмотрим другую версию СОС. Я теперь уже много раз смотрела Димаша. Я вам давным-давно говорю, что это неповторимый вокалист, это просто гениальный вокалист. И, может быть, я сегодня буду более объективна в плане того, что я не буду заострять внимание на какие-то неважные особенно вещи, да. В общем, меня тогда, помню, расстроил этот момент. Кстати, напишите в комментариях, видели это видео или нет. Я его потом в итоге закрыла, потому что мне надоело смотреть эти комментарии. Если хотите, если вы меня сильно попросите в комментариях, я вам открою это видео, чтобы вы его посмотрели и написали под тем же видео, что вы вообще считаете, хорошо я сделала реакцию или действительно я там была не совсем объективна и я там была, ну как-то я неправильно выражалась. Если хотите, напишите мне в комментариях под этим видео, и если этих комментариев наберется достаточно много, то я открою для вас то видео, если вы еще не смотрели. А сейчас давайте посмотрим выступление Димаша 3 года назад на Славянском базаре 2018. Кстати, напоминаю, если вы еще не подписаны на мой канал и вы хотите смотреть, продолжать реакции на классных вокалистов, если хотите в итоге получать и уроки по вокалу, то обязательно подписывайтесь на этот канал, нажимайте на красную кнопку, если она еще горит красным цветом. Я уже готовлюсь к тому, что это опять будет нечто фееричное, и нужно подготовить свой эмоциональный аппарат. Все, погнали! Остановлюсь сейчас здесь, специально дождалась окончания музыкальной фразы. Были французские исполнители, их было целых 2 известных. Я, правда, сейчас вам не назову имена, кстати, тоже напишите в комментариях, которые исполняли эту песню. Но вы знаете, я, когда смотрела те варианты, мне казалось, что там есть некая немножечко небрежность вот в этих. В общем, я сейчас показываю головным звуком. У меня нету академической постановки, поэтому я так это очень примерно, да, ноты эти
продемонстрирую. У тех исполнителей было ощущение, что вот это место, оно очень так вот небрежно звучит. У Димаша это просто какая-то нереально выверенная, отработанная, дышащая, объемная итальянская ария. Вот я что могу сказать. И да, вот с этого головного легкого звучания Димаш на первую строчку. Он переходит прямо вот в такой немножко обертон, как бы в баритональную область, да, хотя он тенор, но ощущение, что вот он включает какие-то свои низкие ноты с таким даже баритональным призвуком. Смотрим дальше. Академический голос. Ну вот этот вот звук, вот этот вот такой округлый, да, немножко ощущение, что это такое вот как будто пение птиц, пение птиц как будто бы. Это видно, что его Димаш воспитал прямо с самого-самого раннего детства, да, за счет того, что он находился в среде оперных вокалистов. Вот этот у него голос академический, оперный такой, классический звук, он поставлен прямо, ощущение, что он прямо с ним родился, да, учитывая, что у него мама тоже оперная певица. Я думаю, что Димаш еще в утробе, наверное, слышал эти правильные звуки, эту правильную постановку, и, можно сказать, уже практически с ней родился. А вот этот был выход на микс теперь, да, вот с его оперным звуком, с классическим звуком, он в какой-то момент с него переходит в микс, и вот он звучит. Учитывая то, что Димаш парень, да, это ну просто нереально высокая нота. Ну, действительно, чудо-вокалист. Тут уже никакого другого объяснения нет, ребята. Красиво микстует. Ой, сумасшедшая какая-то нота верхняя, страшно даже себе представить. Может быть, это ми третьей октавы? Полностью погружен в песню. На микс. Нет. Микс. Фу, нереально. Мурашки. Просто мурашки, ребята. И у меня сейчас коленки, знаете, вот эти вот начинаются бегуны по коленкам. Вау, вау, как он это нереально просто. Это мне не взять эти ноты. Если на октаву ниже, то это звучит вот так. То есть это если на октаву ниже, а он на октаву выше поет это все. Вот такой вот там мелизматичный выход, просто он меня, не знаю, у меня мурашки по коже от этого места.
Димаш — это просто какое-то божественное существо, божественное создание. Такое ощущение, что он даже не человек. Я второй раз слушаю эту песню и поражаюсь, что... Кстати, знаете, ребята, у меня идея, я хочу записать сравнительные исполнения вот этих двух вокалистов-французов, одного мюзикловского вокалиста, другого просто популярного певца, и Димаша, как они по-своему исполнили. Напишите в комментариях, хотите ли вы такой разбор прямо 3 вокалистов, исполнителей вот этой песни SOS. Ну вот, ребята, это, можно сказать, моя вторая реакция на песню SOS в исполнении Димаша. Да, это, конечно, захватывающее произведение. Особенно оно захватывает именно тогда, когда слушаешь, как Димаш исполняет это произведение, потому что, как я уже сказала, другие исполнители совершенно иначе эту песню пели, это произведение вокальное, и у них оно звучит как-то, ну, более просто, что ли. У Димаша это прямо вот произведение искусства. Мне, конечно же, очень понравилось. И послушав сейчас уже огромное количество, можно сказать, песен его исполнений, могу сказать, что песня, произведение SOS является одним из самых показательных, наверное, его песен, его исполнений, потому что тут действительно очень красиво он раскрывает верхние ноты, верхний регистр в правильном академическом оперном звуке, оперной постановке. Помимо того, что там и микс очень мощный, да, я про это уже даже не говорю, потому что про микс я, наверное, в каждом видео очень много говорю. Вот здесь я бы хотела просто остановиться на том, что Димаш здесь очень красиво поет и мелизмы, и вот это вот очень красиво выстраивает звук в верхнем регистре. Очень красивый у него фальцет округлый здесь, да. И, в общем, это произведение очень ценно. Это исполнение именно очень ценно этой песни, этого произведения. Так что я в очередной раз восхитилась Димашем, его талантом, его невероятным вокальным аппаратом, его, видно, очень большим трудолюбием. Это вот прямо большой показатель его глубины, его мастерства, техники и, конечно же, глубины души. Желаем Димашу как можно больше поклонников его творчества. Желаем новых побед, новых свершений в его карьере. Хотя, как я уже говорю, что можно еще больше пожелать, ведь у Димаша действительно уже все есть. Можно сказать, весь мир уже завоеван. Будем надеяться, что это будет все только еще больше нарастать. Если вам понравилось это видео, обязательно поделитесь со своими друзьями в социальных сетях, потому что это очень сильно поможет развитию моего канала. Я буду очень благодарна вам за это. А также обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и будем с вами дальше смотреть неисчерпаемый репертуар Димаша. Я буду высказывать, опять же, свои какие-то открытия, какие-то инсайты, новые вещи, потому что в каждом произведении Димаша действительно можно открыть какие-то новые краски и грани этого потрясающего артиста. Спасибо, Димаш, спасибо за это потрясающее творчество. Ну а с вами была, как всегда, ваша Орлеанна. Не прощаюсь, до скорого!